Вы смотрите RTVI, это программа «Вы держитесь». С вами Марианна Минскер. Здравствуйте. Сегодня подводим экономические итоги года и рассуждаем о трендах в российской и мировой экономике в 2020-м. На наш взгляд, главное экономическое событие для России произошло под конец года. Это принципиальная договоренность о транзите газа через Украину в течение 5 лет с выплатой $3 миллиардов Киеву, которые Москва так долго не хотела платить. То есть «Газпром» не потеряет европейский рынок, несмотря на приостановку строительства «Северного потока-2». А главными мировыми событиями в экономике, на наш взгляд, стали продолжение торговой войны США и Китая и заявление о договоренностях между Вашингтоном и Пекином, а также Брексит, который стал явным и окончательным после исторической победы Тори во главе с Борисом Джонсоном на британских выборах. Что, кстати, ставит под сомнение продолжение существования Великобритании как Соединенного Королевства, поскольку у Шотландии собственное мнение по этому вопросу. Это главные экономические события года на наш взгляд. А какие события стали знаковыми и значимыми, по мнению наших гостей, и к чему готовятся населению, узнаете прямо сейчас. Оценка этого года, как, наверное, любого, зависит от того, вы оптимист или пессимист. Он, конечно, лучше, чем, скажем, 2016 или 2017 год, когда все падало, инфляция скакнула вверх, реальные доходы населения падали, ВВП падал и так далее. В этом смысле 2019 год, конечно, лучше. У нас будет очень скромный, на уровне 1% рост валового внутреннего продукта, примерно такой же скромный рост остальных индикаторов. Что касается населения, то если верить Росстату, главному российскому статистическому ведомству, то в этом году впервые за 6 лет прекратилось, в третьем квартале уходящего года, прекратилось падение реальных доходов населения. К сожалению, большинство экспертов подвергли эти данные Росстата большому сомнению, а некоторые даже осмеянию, но тем не менее, формально у нас падение реальных доходов прекращается, и это, безусловно, хорошо. 2019 год был первым годом, когда мы живем с новым пенсионным возрастом. 2019 год был первым, когда мы живем с новым налогом на добавленную стоимость, который стал на 2 процентных пункта выше, в связи с чем в начале года резко скакнула инфляция, и опять провалились те самые реальные доходы населения, которые нас, безусловно, беспокоят. Но что самое главное, что я к сожалению, не понимаю, и, наверное, перехожу тем самым к оценке следующего года, за счет чего ситуация может кардинально измениться. Потребительский спрос стагнирует, инвестиции болтаются просто как такая пила настоящая, экспорт чрезвычайно уязвим. Поэтому если в следующем году наступит действительно мировая рецессия, которую предрекают многие российские и зарубежные эксперты, то, конечно, для российской экономики это будет определенное испытание. Пока мое в прошлом родное Министерство экономики нам обещает такой скромный, но все же рост на уровне 1,5, может быть, 1,6, 1,7% по валовому внутреннему продукту. Это такой обобщающий показатель, который обычно все используют. Это, конечно, совершенно не тот рост, который нужен для того, чтобы решать назревшие социальные задачи. Это, конечно, совершенно не тот рост, который нужен для того, чтобы не то что выиграть соревнования с странными лидерами, но хотя бы не отставать от них. Но, тем не менее, все-таки это рост, это приятно, это хороший повод для официальной пропаганды бить в барабаны и трубить в горны. Но все зависит от того, когда та самая мировая экономическая рецессия, которая нам предрекает, наступит. В начале года или в конце года. Это зависит совершенно не от нас. Во многом это зависит, нравится это кому-то или нет, от господина Трампа, который может усилить торговую войну с Китаем и, как опасаются многие эксперты, развязать торговую войну с Европой. Что, кстати, Соединенным Штатам обходится не так дорого, потому что американская экономика гораздо меньше, чем все другие, зависит от внешнего рынка, от внешней экономики. Скажем, в ФРГ соотношение внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту 87%.
В России 40, в Китае 60, а в Америке 27. То есть им санкции не страшны. Поэтому вот такой псевдорешительный президент, он вполне может развязать новую фазу торговой войны, и тогда, конечно, мировой экономике предстоит серьезные испытания пережить. Для России важно, насколько глубока будет эта ожидаемая мировая рецессия, и, самое главное, как долго она продлится. В следующем году мы ответ на этот вопрос не получим, скорее всего. Если рецессия будет непродолжительная, я думаю, что мы переживем ее сравнительно безболезненно, потому что у нас сейчас, конечно, парадоксальная ситуация, она рукотворная. Это идеальное, или почти идеальное положение в государственных финансах, гигантский фонд национального благосостояния, там 8 с лишним триллионов, 1,5 триллиона профицит бюджета федерального, профицит бюджета будет в следующем, то есть, в общем, вот просто можно золотые медали раздавать министру финансов, представителю Центрального банка, инфляция стремится к 3%, только почему-то нет экономического роста и нет повышения уровня жизни населения. А в остальном прекрасной маркизе все неплохо. В данном случае это, правда, действительно в плюс. Вот эти огромные государственные резервы, добавьте к этому 543 миллиарда долларов золотовалютные резервы, которые под контролем Центрального банка. То есть, если рецессия будет непродолжительной, мы ее переживем. Переживем без больших потрясений. Поэтому в следующем году к катастрофе можно не готовиться. Кто победит на американских выборах? Как думаете, что прогнозируете? Я не готов гадать, потому что многое будет зависеть от того, кто все-таки станет кандидатом от демократов. Потому что если это будет Байден, это одна история. Если это будет ультрареволюционер Берни Сандерс, что в малопрогнозируемой Америке кто ожидал Трампа? Не то что президентом, а кандидатом, что он вообще до финала гонки дойдет. Поэтому я бы самых неожиданных кандидатов заранее со счетов не сбрасывал, то это будет совсем другая ситуация. Тогда я точно гарантирую, что победит Трамп. Если это будет Блумберг, вот в этом варианте, пожалуй, единственное, где я бы не 100% поставил на Трампа. То есть если это будет Байден, я думаю, что победит Трамп. Если это будет еще какой-то кандидат от демократов, не знаю. Если это будет Блумберг, я думаю, что у него неплохие шансы, потому что он был успешным мэром Нью-Йорка, он тоже миллиардер, а в Америке такая вот история, success story, она для избирателей имеет значение, что self-made man и вполне себе успешный. Поэтому я думаю, что у него неплохие шансы, но для этого он сначала должен стать, собственно, кандидатом. В случае победы Майкла Блумберга, что это будет означать для России, для российской экономики? Опять, все очень индивидуально. Но в целом, вот так вот, в среднем, всегда демократы, они больше озабочены ситуацией с правами человека, с демократическими свободами, с агрессивной внешней политикой, поэтому если победит кандидат-демократ, все равно всегда очень индивидуально, но тем не менее, скорее всего, вот такое вот санкционное и прочее давление на Россию будет возрастать. Если останется Трамп, то я думаю, что наоборот, как раз мы можем там рассчитывать на ослабление санкций, на какое-то умеренное, но потепление отношений, потому что я там ничего не знаю про компромат относительно Трампа, но гипотетически могу допустить его наличие. Но пока Трамп все-таки демонстрировал то, что он как-то более симпатизирует Путину, чем его предшественники. И ваши новогодние пожелания нашим зрителям, к чему готовиться в новом году? Поскольку все-таки ваши зрители преимущественно живут не в России, а в других странах, то я им желаю очень простого, чтобы та мировая экономическая рецессия, которую предрекают почти все эксперты, наступила как можно позже и была как можно слабее. И точно не затронула лично ваши семьи. Еще 12 месяцев назад, внутри года, ФРС США резко изменила свою политику и риторику, начав в очередной раз снижать ставки рефинансирования.
Это снижение, которое потом было повторено трижды фактически в течение последнего года, оно оказало кардинальное влияние и на рынки, и на экономику всего мира в целом. Экономика, которая постепенно продвигалась к рецессии, рынки, которые в конце 2018 года показали очень серьезную коррекцию, и экономика, и рынки расправились, да, рынки выросли, S&P вырос почти на 25% за этот год, а экономика американская показывает практически 3% роста ВВП в этом году, мировая показывает 3 с копейками роста ВВП, то есть как будто бы за счет того, что ставки были достаточно резко снижены, мировая экономика смогла вернуться на свой обычный средний внутрициклический темп роста и развития. При этом у американцев остается еще 2% ставки, достаточно приличный запас для снижения на будущее, если они будут снижать. Сейчас, правда, они сказали, что до середины года, скорее всего, снижения не будет, они вышли на некоторое плато. Но даже если эти снижения будут идти с той же интенсивностью, 2-2,5 года впереди еще есть для снижения, значит, условный призрак рецессии отодвинулся на конец 21-22, а может быть и дальше год. А уже про фондовый рынок то говорить нечего, фондовый рынок очень хорошо себя чувствовал весь год. Он очень серьезно переоценен, он очень дорогой, но деньги на него приходят и, видимо, в ближайшее время будут продолжать приходить. Дальше, наверное, если мы говорим о важных событиях, надо говорить о рынке нефти и газа. На рынке нефти и газа у нас 2 очень крупных события за этот год произошли. 2 факта, вернее, а не события. Первый факт – это то, что Америка превратилась в абсолютного лидера по производству нефти, ушла очень далеко от номера 2 и номер 3, за счет того, что, несмотря на, в общем, достаточно умеренные цены, тем не менее, добыча сланцевой нефти очень быстро росла. Американцы прибавили больше 2 миллионов баррелей в день добычи. Это рекордный темп прибавки, это рекордные объемы. Америка становится законодателем рынка газа и нефти. И в том числе, учитывая тот факт, что Европа закупает очень много американского газа теперь и будет закупать еще больше в ближайшее время. А с другой стороны, Китай, экономика которого медленно, но даже нельзя сказать замедляется, она ускоряется, но просто уже не теми темпами, которыми раньше, в этом году изменил свой паттерн по росту потребления газа, и в этом смысле восточное направление стало как бы менее привлекательным, да, для американского газа, и Европа становится большим и большим потребителем. Вот это, наверное, такой второй блок достаточно важных процессов, которые в мире шли. Ну, окей, да, ну и надо сказать, что там самая главная тема СМИ, да, это торговая война американо-китайская. Она не пришла ни к чему, никуда не ушла, и год нельзя назвать годом, в котором произошли хоть какие-то изменения. Что касается России, в России год был очень спокойным. Мы продолжаем оставаться в состоянии стагнационной стабильности. В зависимости от того, верите вы Росстату или нет, мы выросли примерно на 1% или не выросли на этот 1%, но все равно это все в пределах ошибки измерения, это около нуля. Если рост какой-то где-то и был, этот рост был за счет потребления, которое, в свою очередь, разгонялось быстрым ростом ипотеки и потребительского кредитования. Ну и плюс некоторый эффект оказал рост зарплат бюджетников, в основном сосредоточенный в Москве. Государственное потребление росло значительно медленнее, чем ожидалось. Бюджет недовыполнен. Монетарная политика в этом смысле государственная очень жесткая, собираются закрома. Что в этом смысле будет в будущем году, непонятно. Мы не понимаем, как поведет себя правительство. Есть много разговоров о том, что будут ускоряться расходы государственные, но пока не видно конкретных действий на эту тему. Есть некоторое предположение, что внутри государства правящие семьи не могут решить, кому достанутся прибыли от этих проектов, от этого бюджета. Но это только предположение. Вполне возможно, что просто пробуксовывает машина и не срабатывает финансирование. Падение доходов населения продолжалось все последние годы в России. Я не могу сказать про точные цифры 2019 года. Прогнозы колеблются от минус 1% до плюс 1%, что чуть лучше, чем стабильные минус 2%, которые были раньше. Ну, посмотрим, да, но так или иначе эти доходы не растут. И если говорить по регионам, да, и вы наверняка поговорите с моими коллегами про региональные вопросы, но если в целом говорить про регионы, в 80% регионов доходы падают очень сильно. Да, компенсируют это там 2 столицы наших, да, и еще пара регионов, которые производят зерно, которые производят нефть. Поэтому нельзя говорить о том, что у нас нет рецессии в смысле доходов, она есть.
и она, конечно, продолжится. Андрей, а во что вкладывать сейчас лучше и как облегчить жизнь российскому населению? Для российского населения ваш вопрос напоминает предложение Марии Антуанетты «есть пирожные, если нет хлеба». Что люди будут вкладывать, если сбережения тают, если они не могут себя прокормить, и уже продукты и лекарства начали продавать в кредит в регионах. У них возможности вкладывать нет. А если говорить про богатых белых господ, которых у нас тоже есть, с вложениями стало тяжело, потому что нормы прибыли падают очень сильно во всем мире, ставки падают, ситуация практически нулевой стоимости капитала распространяется на все больше и больше регионов мировых. Да, 2020 год будет очень тяжелый, в 2020 году главное будет сохранять. Где-то, конечно, могут выстрелить какие-то инвестиции, как это обычно бывает, но системные инвесторы на 2020 год закладывают очень консервативные планы. И ваши новогодние пожелания нашим зрителям, Андрей. Зрителям и вам, безусловно, счастливого Нового года, чтобы все были аккуратными, осторожными, не брали на себя избыточные риски, потому что ситуация во всех экономиках достаточно нестабильная и тревожная. Все может случиться, любые эксцессы волатильности может произойти. Ну и, конечно, удачных инвестиций, и здоровье, и счастье. Здоровье очень важно, особенно на таких рынках. Во-первых, страна огромная, мне очень много инерции, и за год мало что меняется. Но если сделать по срезам, население, люди, да, бюджеты – это основной инструмент управления, и, собственно, бизнес, да, тогда, и может даже еще затронуть отдельно инвестиционные процессы, то тогда выводы сделать можно. Первый важный вывод. Если мы верим статистике Росстата, то в 2019 году очень-очень медленно, но начали расти доходы. Это в рамках статистического учета. Но, как нам говорят, по 3 кварталам это плюс целых 0,9 реальные доходы выросли. Конец года будет посчитан только в феврале 2020-го, но как бы немножечко тренд, давайте так, затормозился он в прошлом году, а медленно-медленно начал разворачиваться. Плюс в этом. Для людей это важно. Ну, как ложечку, не то чтобы дегтя, а скепсиса я добавлю, самыми высокими темпами росли доходы жителей Москвы. Более чем на 5% в реальном выражении. Ну, вот страна такая. Второе. Что происходит с бюджетами регионов? 2019 год неплохой. Вот правда, 2018 был тоже неплохим после ужаса 13, 14, 15, 16 годов, когда, выполняя указы, а денег тебе толком не добавят. И эта история, в общем, закончилась печально, долгами. Ну, как-то сейчас с ними разбираются. И в 2019 году мы видим уверенный тренд на сокращение долгов регионов. Опять же, смотрю по 10 месяцев, где-то минус 10-11%. К концу года затормозится, но уже неплохо. Все-таки долги не наращиваются, а более-менее активно сокращаются. Теперь по доходам бюджета. Прошлый год доходы выросли аж на почти 15%. Все радовались, но только сомневались, это подарок, это яичко к Христову дню электоральному или как-то может подольше. В этом году, вот сейчас только вышли данные по 9 месяцам исполнения бюджетов, рост доходов бюджетов регионов 13%, рост расходов примерно те же 12-13% добавили. Добавили на здравоохранение, и на образование поменьше, да, на соцзащиту поменьше, но в плюс, это большое дело. Основные, правда, деньги пошли на поддержку экономики, а там главное дорожное строительство, началась реализация указа. Это мы уже... Вот по дорогам, которых много, где желающих поучаствовать, ну, мириады, там как-то решения принимаются довольно быстро. И надо отдать должное федералам, они уже в конце прошлого, 2018 года начали потихоньку добавлять деньги на эти цели. Но там, где у нас громоздятся великие и могущие нацпроекты в сфере инфраструктуры, такое большое и светлое, сколько ждем? 1,5 года уже прошло, ждем дальше, смотрим, что будет. Третий очень важный момент для бюджетов. Радоваться можем. Спасибо федералам.
Трансферты по 2018 году выросли на 22%, за счет этого во многом росли доходы бюджетов. Но там еще хорошую роль сыграли 2018 годом и налог на прибыль, и налог на доходы физлиц. В этом году ситуация упростилась. Прибыль, да, рост почти на 20%, но кто не знает, очень существенную, до половины всей прибыли, налога на прибыль, попадающего в бюджеты регионов, платит наше все, наш нефть и газ. Ну, там еще и металлурги немного, и минеральные удобрения. В общем, вся наша экспортная экономика. С того и живем. Но большое дело в том, что второй год подряд поддерживается очень высокая динамика трансфертов. Прошлый год плюс 22 рост. В этом году плюс 20 по 9 месяцам. Праздник души, именины, сердца. Правда, сначала отняли налог на движимое имущество, потом компенсировали трансфертами. И это вот такая вот балансировка, она идет бесконечно, но в целом добавили. Если бы еще добавляли больше свободными деньгами, а не субсидиями, где все прописано, на что ты их тратишь, у региона была бы большая свобода маневра. Те дыры затыкать, которые для этого конкретного региона важнее. Ну куда в Белгородской области тратить на дороги, на ЦУКАС, когда у него еще в советское время все хорошо заасфальтировали? Был у него такой первый секретарь обкома, который очень продвигал дорожное строительство. Но не надо есть столько. Поэтому вот это, что не нравится, и это продолжилось, это вечная унификация норм и правил. Так, настолько-то сократить там, численность больных онкологией, настолько-то снизить уровень бедности, настолько-то увеличить продолжительность жизни. Ребята, вы там вот наверху, вы точно знаете лучше всех. Вот негатив очень в этом. Как только пошел веер новых этих указов президентских, следом пошли нормативы. И каждый регион получил свое. И ни в чем себе не отказывая. Вот у тебя финальный год, когда ты должен отчитаться. Региональные власти воют. Потому что за зарплату гоняли, но она была зарплата. А сейчас за все, потому что их там сколько, 14 целей. Это жуткое, негативное усиление централизации, которая связывает этой вертикалью возможности рационально маневрировать ресурсами и работать в тех направлениях, которые важнее именно для этой территории. Ну, чем еще запомнился год? Полной победой тактики парашютизма на пост губернатора. В 2018-м было несколько проблемных историй. Кремль учится и сделал все чисто. Я уже об этом много говорила. Всех конкурентов зачистили, выборы имели характер плебисцита, но получилось. Молодые, они многие смотрятся симпатично, но посмотрим, что будет дальше. Они внедряются очень по-разному. Вот этот, несмотря на унификацию как бы системы сбрасывания с парашютом, отбор кадров и результаты их внедрения на территорию, давайте уж так, иноагентской пользоваться лексикой, очень разные. Поэтому я полагаю, что в 2020 году будут вскрываться проблемы в некоторых регионах, потому что есть неадекватные фигуры. Есть. Что еще сказать? Про бюджеты сказала, про людей сказала. Безработица на нуле, 20% сидит в неформальном секторе. Система сбалансирована. Рынок труда вот играет, как он играет. Теперь давайте про экономику. У суперкрупника все более-менее нормально. Повторю еще раз, издержки в рублях, прибыли в валюте. Сейчас я проехала несколько регионов, Ивановскую, Костромскую область, и разговаривала с бизнесом. Это не Роснефть, как вы понимаете, это вот средний бизнес. Тяжело, проблем очень много. Не растет спрос для тех, кто производит промежуточные товары, там, обсадные трубы, какие-нибудь штуки, которые вставляются в моторы, потому что спрос не растет на рынке, а конкуренция растет. Тяжело. Но даже те, кто делает конечную продукцию, тоже спотыкаются, упираются в этот потолок платежеспособного спроса. Слушайте, ну честно скажу, какие люди, а? Вот это вот средний бизнес, который абсолютно по-разному ищет варианты выживания,
но живет весь в конкурентной среде. Вот честно скажу, я в свою страну верю только потому, что я мотаюсь по регионам и сталкиваюсь в них, первое, с очень вменяемым бизнесом, который уже поворачивается и в социальную ориентацию, потому что людей надо удерживать. И второе, не всегда, но нередко, с очень вменяемыми управленцами. И пожелать я хочу в новом году, чтобы тех и других становилось больше. Так, если в целом, то год оказался ожидаемый, то есть никто не думал, что этот год будет очень хорошим, вот. И даже были более негативные прогнозы. Вот. Но, в принципе, мы удержались как бы на том уровне, который сформировался в последние годы. Вот. Но что позитивное, то, что, в принципе, такие как бы внешние обстоятельства перестали давить на Россию. То есть, если перед этим несколько лет было, особенно 2018 год, был год, когда все ожидали каких-то страшных санкций, адовых санкций. Учились произносить слово «даска» и так далее. Вот. Но вот этого ничего не произошло, и как-то стало ясно, что вся санкционная риторика останется риторикой. То есть что-то изменилось. Это на самом деле большой плюс, потому что можно было спокойно хотя бы как-то жить в этой ситуации, не ждать сюрпризов. Вот. Опять же, наверное, такое позитивное явление, то, что инфляция оказалась существенно даже ниже, чем думал Центральный банк и хотел. Но, в принципе, стабильность цен — это тоже хорошо. Ну и, судя по всему, когда отчеты все будут уже окончательно подготовлены, реальные доходы в этом году у людей не упали. Скорее всего, они были как бы flat, как говорят. Ведь всякий позитив относителен, да, как бы. Вот относительно это позитивные события. Из негатива, ну, во-первых, на мой взгляд, то, что все-таки состоялось абсолютно ненужное повышение налогов. Вот. Из негатива то, что все-таки, несмотря на риторику, это реально давление на бизнес, особенно на мелкие и средние, увеличивается разными способами. Вот. Это, конечно, большой негатив. И, наверное, стоит отметить то, что в этом году будет рекордное сокращение численности населения России. То есть сейчас уже 240 тысяч минус, и еще год не закончился. То есть будет даже больше. Такого давно не было. И миграционный поток внутрь России никак не покрывает эти оттоки. Ну, может быть, еще стоит отметить то, что такое впечатление, что неравенство между регионами продолжает увеличиваться. Одни богатеют, а их совсем немного, а другие беднеют. И власти ничего с этим то ли не хотят, то ли не могут сделать. Да, конечно, в смысле вот, инвестиционный климат, дело Калви, это, конечно, очень неприличное, на мой взгляд, дело, потому что дело не в том, что как бы, там, тронули какого-то иностранного инвестора, а дело в том, как это было сделано. С привлечением ФСБ, по сути, через написание доноса. Я не понимаю, как люди, что с их совестью будет, когда они, вот, как они живут дальше. Вот, это же как бы худшее, что можно было сделать. Коммерческий спор. Идите в суды. Тем более суды у нас такие, что если надо, там, с властью есть связь, то и поддержат. Зачем нужно было устраивать этот цирк? И главное, ведь люди до сих пор под следствием, хоть они и дома, но, на мой взгляд, это очень нехорошее событие. Но оно, правда, как бы экономические последствия такие явные не имело, потому что это, так сказать, такие долгосрочные какие-то последствия может иметь. Но как вот событие, это очень нехорошее событие. Я, как бы раньше говорил, я скептически отношусь к таким однозначным заявлением, что там осенью 2020 года будет рецессия. В американской экономике, ну, значит, в мировой экономике будет все очень неважно. На самом деле, пока все индикаторы свидетельствуют о том, что никакая рецессия не намечается. Да, темпы роста мирового развития, которые были там 3,5% в год в среднем, сейчас снизились до 2,5%. Но для мирового развития это хорошие цифры на самом деле. Ну, 3,5 лучше, но как бы, вот. Поэтому мне кажется, что так вот таких сильных сигналов о том, что будет какая-то рецессия или там завершение цикла, пока нет.
И, скорее всего, в 2020 году этого и не будет. Тем более, что у регуляторов в руках остаются пока еще некоторые рычаги, с помощью которых можно противодействовать. Но какие-то, конечно, диспропорции потихоньку копятся, это неизбежно. Когда очень идет длительный рост, то накапливаются ошибки. Наверное, в конце концов за них придется расплатиться, но я не думаю, что это будет такой всеобъемлющий кризис. Каким будет 2020 для российской экономики? К чему готовиться? В экономическом смысле год, наверное, будет похож на текущий, может даже чуть получше в смысле показателей роста, потому что все-таки, наверное, правительство решится на то, чтобы потратить определенное количество денег на национальные проекты, которые оно до сих пор боялось тратить из-за ответственности, из-за непонимания, как это сделать эффективно. Любое разбрасывание денег, стимулирует потребительский спрос, и, соответственно, экономика немножко шевелится. Поэтому год будет такой же или даже, может, чуть-чуть где-то лучше. Но именно в экономическом смысле. Я думаю, что политическая ситуация не будет спокойной в стране, напряжение некоторое будет расти. А можно подробнее? Что мы видим? Мы видим, что в принципе в обществе ситуация изменилась, и многие люди склонны выражать свое мнение относительно того, что делают власти. Например, протесты против мусорных заводов, или протесты в Екатеринбурге против строительства храма на том месте, где парк, и так далее. То есть у людей немножко что-то изменилось, они стали отстаивать свою позицию. Пока адекватной реакции власти на это мы не видим. То есть у власти всегда есть попытка задавить, Росгвардия и так далее. Но в нормальном обществе до тех пор, пока люди не выходят на улицы, не громят магазины, не сжигают автомобили, власть всегда старается все-таки общаться и разговаривать с населением, с людьми, которые выражают свое мнение. У нас пока это не получается. Если и так дальше будет, то эти противоречия будут дальше. И во что это все может вылиться? Это, в принципе, вредит экономике. Когда у людей нет какого-то комфорта с точки зрения понимания, что их права учитываются, что с ними считаются, на экономику это тоже воздействует негативно. Это трудно посчитать, оценить, но это точно. Господин Орешкин сказал, что первая половина 2020 года для российской экономики потеряна. Да, сказал. Я этим словам особого значения не придаю. Наверное, он имел в виду, что, понимаете, как экономический рост, он формируется либо, если вдруг у людей появились деньги, и они стали больше покупать, соответственно, это толкает экономику к росту, к производству. Либо за счет того, что вдруг компании стали инвестировать. Стало больше инвестиций, соответственно, люди тоже получают больше заработной платы, тоже тратят деньги, экономика растет. И сегодня, но инвестиции, которые сделаны сегодня, они только через год, через полгода в год будут на самом деле давать эффект. То есть таких решений сейчас не принято, в том числе и по национальным проектам. Поэтому первую половину года будут только, как говорится, думать, куда мы деньги положим. Потом закредитованность населения, ведь в текущем году во многом спрос поддерживался кредитами банков потребительскими. Сейчас этот процесс сжимается, потому что и Центральный банк пытается зарегулировать, и, в общем, наверное, люди понимают, что, большинство понимает, что где-то надо остановиться. И так уже очень много денег уходит на обслуживание долга. Поэтому здесь будет сжатие потребительского спроса. И этот процесс начнется, и он будет идти первое полугодие, и может даже дальше. И это тоже будет негативно влиять на экономику. Видимо, там у Орешкина специалисты это посчитали, и у них получается не очень хорошая картина. И он поспешил сделать такое заявление. К чему готовиться россиянам, и ваши пожелания нашим зрителям в преддверии Нового года? Готовиться к тому, что доход, уровень жизни, все это надо зарабатывать. То есть готовиться к тому, что вряд ли наше правительство изменит политику. Я имею в виду, что гораздо больше средств направят на здравоохранение, на образование. А это значит, что нужно платить свои деньги, по сути дела, за такие вещи. То есть готовиться быть самостоятельным.
если есть такая возможность. Ну и пожелать, наверное, конечно, ну, я знаю, что в России, в принципе, хотя часто грешат и говорят, что российские граждане там не очень хотят идти в предпринимательство, зарабатывать, хотят там где-нибудь просто получать деньги, это не совсем правда. На самом деле очень много людей хотят и найти себя, и заработать своими руками. Вот пожелать, прежде всего, этим людям успехов. Мне кажется, одним из главных событий, за которым многие следили, была американо-китайская торговая война. Это конфликт, у которого очень много измерений и слоев, он совершенно не линейный, это не просто борьба за то, чтобы снизить дефицит двусторонней торговли, это повестка президента Трампа, который хочет снизить дефицит и в то же время хочет получить некоторые увеличения экспорта, которые он потом продаст своим избирателям. С другой стороны, есть группа в администрации, которая хочет сильно пересобрать механизм того, как Китай растет, и сделать его более рыночным, а значит менее конкурентоспособным, как это выглядит из Америки. И есть люди, которые хотят разрезать технологическую пуповину, которая связывает китайский рост и американские центры создания инноваций. Все эти три повестки живут в немножко параллельных мирах, они не обязательно пересекаются между собой, и все три имеют очень большое значение и на мировые рынки, потому что они создают неопределенность, и на будущее технологических платформ, которые определят облик мировой экономики и технологическое лидерство на рынках искусственного интеллекта, на рынках беспилотного транспорта и разных сфер в горизонте середины 2020-х годов. Поэтому для России, конечно же, этот фактор играл большую роль весь год, да, сохраняя волатильность на рынках и нефти, и металлов и так далее. Вот. Все очень ждали сделки. Сделки мы пока что не увидели. Я думаю, до конца года, скорее всего, не увидим. Возможно, в следующем году будет некоторая первая фаза. То есть Китай обязуется закупать много углеводородов и продукции сельхозпромышленности в США в обмен на отмену уже введенных пошлин частично. Вот. Но все это непредсказуемо, потому что накладывается на избирательный цикл в Америке. И я думаю, что нам стоит пристегнуть ремни покрепче и наблюдать за этой динамикой. Какие у вас прогнозы по поводу того, кто выиграет американские выборы? Сможет ли Трамп сохранить свое кресло? Это Америка, это совершенно непредсказуемо. Если вот спрашивать сейчас я бы все-таки ставил деньги на Трампа. Но в Америке все так быстро меняется, это настолько прекрасная страна, что сказать, кто там будет, совершенно невозможно, поэтому я бы пока воздержался от четких прогнозов. Что ждать от российской экономики в новом году? В российской экономике, если открыть все долгосрочные стратегические документы, мы видим, что рост будет примерно на нынешнем уровне, около 1% болтаться. У нас продолжается, судя по всему, довольно жесткая бюджетная политика, довольно жесткая бюджетная конструкция. Плюс есть те факторы, которые влияют негативно на инвестклимат и на принятие инвестрешений. Да, дело Калви — это только верхушка айсберга, где по экономическому делу сидят в тюрьме люди, не могут увидеть там своих 4 детей, жену и так далее. Да. Вот это вот все, конечно же, задает некоторые ограничительные рамки для нашего роста. Поэтому я думаю, что внутри мы сильно не вырастем, даже если будем более активно реализовывать нацпроекты, и правительство это хорошо понимает, для него важнее стабильность, чем рост. В отношении санкций я бы не ожидал никакой позитивной динамики ни в предвыборный год, ни в связи с тем, что происходит в Евросоюзе. Голос Макрона, который говорит о том, что эту политику надо пересмотреть, это не голос всего Евросоюза. Евросоюз гораздо более сложно устроенное многоголовое животное. Вот. И одна, пусть и приятная, ласкающая слух голова Макрона в Евросоюзе не все далеко решает. Поэтому я думаю, что связи с Китаем будут продолжать укрепляться. Действительно, это торговый партнер номер 1 с 2009 года, который уже почти что 20% российского торгового баланса. Недавно пущена труба «Сила Сибири», которая постепенно будет выходить в середине следующего десятилетия на свою операционную мощность 38 миллиардов кубометров в год. Может быть, непонятно, окупится, это все зависит от ситуации на китайском газовом рынке. Понятно, что в таких долгосрочных проектах расчет идет на то, что там первый контракт окупает трубу худо-бедно, а на втором контракте вы начинаете серьезно зарабатывать. Это как контракт газ в обмен на трубы советский. Другой вопрос, что просто мы подходим к некому энергетическому переходу, где углеводороды, возможно, через пару десятилетий не будут играть такой большой роли. Поэтому мы видим, что многие компании стараются делать инвестиции, извлечь запасы и монетизировать их сейчас, потому что далеко не факт, что углеводороды будут иметь ту же цену, да, или будут играть такую же роль.
А вы тоже верите прогнозам о том, что к 2030 году нефть не будет стоить ничего? Ну, непонятно, но об этом, по крайней мере, говорят все большее количество людей, которые являются инженерами и специалистами, работающими в компаниях. Мы видим, как мировые энергетические гиганты перекладывают инвестиции в возобновляемые источники энергии, водородную энергетику и так далее. Мы видим, как страны, даже такие как Саудовская Аравия, пытаются монетизировать свои ресурсы с помощью IPO Saudi Aramco. То есть, ну, некоторые факторы показывают, что все это движется в эту сторону, и российский Минэнерго недавно в одном из своих стратегических документов тоже допустил эту возможность, поэтому мне кажется, что российское правительство об этом думает. По крайней мере, я не знаю, есть ли у него план на переход к экономике нового типа. Владимир Владимирович об этом часто говорит, да, искусственный интеллект и так далее. Но мы не понимаем, как это будет реализовываться за рамками ВПК, крупных госкомпаний, и как будет поддержана частная, да, инфраструктура, да, частный сектор, который, собственно, является драйвером этих историй в США, вот, и частично драйвером этих историй в том же Китае, да, хотя это страна с государственным капитализмом. Российское население в следующем году будет жить хуже, чем в 2019, или все-таки лучше? Мне кажется, что примерно такой же уровень, потому что мы видим, что, в общем, ЦБ довольно жестко держит низкую инфляцию, и это позволяет это делать, в том числе очень жесткая бюджетная конструкция и не такие высокие расходы федерального бюджета, как ожидалось. Вот, это позволяет ЦБ снижать ставку, ну плюс на это накладывается снижение ставки федеральным резервом. Вот, поэтому я думаю, что уровень жизни будет примерно такой же при анемичном росте. Ну и ваши пожелания нашим зрителям в преддверии Нового года. Я хочу, чтобы все были в максимальном благополучии, изучали финансовую грамотность и делали правильные финансовые решения и продолжали инвестировать в себя, не забывали себя баловать. С Новым годом! Держитесь там!